Здравствуйте, друзья! С вами Дина, и я приветствую вас у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим один из самых популярных десертов в мире – торт Анна Павлова. Это будет очень воздушный, легкий, нежный торт с белоснежным безе, облаком взбитых сливок и россыпью свежих фруктов и ягод. У торта есть своя история. Назван он в честь великой русской балерины Анны Матвеевны Павловой. В начале 20 века во время гастролей по Австралии и Новой Зеландии ко дню ее рождения был придуман торт, который повар назвал таким же воздушным, как и сама Павлова. Классический рецепт – это безе, сливки, фрукты, ягоды и ваниль. Но на сегодняшний день существует несколько сотен разновидностей этого десерта. Предлагаю вместе со мной приготовить этот торт, для которого нам понадобится 5 белков, 300 граммов сахарной пудры, 4 чайные ложки крахмала, ванилин, лимонный сок, 400 граммов сливок, 600 граммов клубники, 100 граммов клубничного пюре, 20 граммов фисташек. Для начала приготовим меренгу. Для этого отделяем белки от желтков. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы желтки не попали к белкам. Желтки в этом рецепте нам не понадобятся. Выливаем белки в чашу миксера. Добавляем ванилин и несколько капель лимонного сока. На средних оборотах начинаем взбивать белки. Бытует ошибочное мнение, что белки должны быть очень холодные. Это не обязательно. Главное, чтобы посуда, в которой они взбиваются, была абсолютно сухая и чистая, без остатка влаги и жира. У меня белки комнатной температуры. Как только белки взбились до плотной воздушной массы, добавляем в чашу малыми порциями с интервалом в 20-30 секунд просеянную сахарную пудру и продолжаем взбивать. После того, как мы ввели всю сахарную пудру, увеличиваем обороты миксера и взбиваем белковую массу еще 4-5 минут. Должна получиться вот такая плотная глянцевая масса, которая прекрасно держит форму. Убираем миксер и добавляем в чашу с белковой массой кукурузный крахмал. Если нет кукурузного, можете использовать картофельный. Аккуратно лопаткой вмешиваем крахмал в безе. Вот такая устойчивая белковая масса должна получиться. Для этого торта нам понадобятся 2 белковых коржа. Чтобы их высушить, я использую пергаментную бумагу, на которой очертила круг диаметром 26 см. Переворачиваем бумагу обратной стороной и поровну выкладываем готовую массу на 2 листа. С помощью лопатки или ножа распределяем белковую массу внутри очерченного круга. Ту же процедуру повторяем со вторым коржом. Отправляем подготовленные противни в заранее разогретую до 140 градусов духовку и сушим коржи в течение часа. Необходимо соблюдать одно условие. Во время выпекания меренги дверцу духовки открывать нельзя, иначе безе сразу осядет. Через час выключаем духовку, приоткрываем дверцу и в таком положении даем белковым коржам остыть. Спустя некоторое время, когда наши коржи практически остыли, достаем их из духовки. А сейчас займемся клубникой. У половины от общего количества клубники я удалила хвостики. Ее будем использовать внутри торта в качестве ягодной прослойки. Разрезаем каждую клубничку вдоль на 2 половинки и складываем на отдельную тарелку. Оставшуюся клубнику будем использовать для украшения торта. Я не стала удалять с нее хвостики, но это на ваше усмотрение. Ее тоже разрезаем на 2 половинки. Украшать торт можно любыми фруктами и ягодами. Я также возьму свежие абрикосы, которые разрежу на тонкие дольки, и сочную спелую черешню, из которой я не стала удалять косточки, чтобы она не пустила сок. Ягоды подготовлены, а сейчас взобьем сливки. Выливаем их в чашу миксера и взбиваем на средних оборотах.
Чтобы сливки отлично взбились, необходимо соблюдать одно условие. Сами сливки и посуда, в которой они будут взбиваться, должны быть очень холодными. Сливки я держала в холодильнике, а чашу и венчик в морозильной камере. Сливки можно взбивать как в натуральном виде, так и с добавлением небольшого количества сахарной пудры. Я пудру не добавляла, так как безе и клубника сладкие. Взбиваем сливки до плотной устойчивой консистенции. Следите за ними, чтобы они не взбились в масло. У меня на это ушло 4 минуты. Вот как хорошо взбились сливки. Все ингредиенты подготовлены, приступаем к сборке торта. Блюдо, на котором будем подавать торт, слегка смазываем взбитыми сливками. Делается это для того, чтобы торт не съезжал. И укладываем на них первый белковый корж, который хорошо остыл и поэтому легко снимается с пергаментной бумаги и не рассыпается. На безе выкладываем половину взбитых сливок и аккуратно распределяем их по поверхности. Если меренга останется теплой, то сливки потекут. На взбитые сливки ровным слоем раскладываем разрезанную пополам клубнику. Далее по желанию поливаем торт клубничным пюре, джемом или сиропом. У меня густой клубничный джем. Слегка растоплю его в микроволновке и полью им клубничный слой. Затем на клубнику кладем второй белковый корж. Слегка его прижимаем, выкладываем поверх коржа оставшиеся взбитые сливки и немного разравниваем. Приступаем к оформлению торта. Украшайте его по своему усмотрению, но особенностью этого торта является пышная фруктово-ягодная шапочка. Выкладываем целые или разрезанные фрукты и ягоды по всей поверхности торта или горкой. Оформляем веточками мяты, присыпаем сахарной пудрой и фисташками. Наш торт безе Анна Павлова готов. Десерт получился потрясающе воздушный и красивый. Несмотря на некоторую сложность, его вполне можно приготовить в домашних условиях. И поверьте, затраченные усилия того стоят. Преимущество этого рецепта в том, что белковые коржи можно испечь заранее и оставить их в выключенной духовке, а украсить сливками и ягодами на следующий день непосредственно перед подачей на стол. А теперь давайте разрежем и посмотрим, какой торт получился внутри. Конечно, он очень нежный и хрупкий, но при этом он легко режется, хорошо держит форму и не рассыпается. Это замечательное воздушное лакомство можно готовить как в виде цельного торта, так и в качестве отдельных порционных пирожных. Торт получился очень вкусный. Воздушная хрустящая меренга как нельзя лучше сочетается со вкусом нежных взбитых сливок и приятной легкой кислинкой свежих фруктов и ягод. Приготовьте этот чудесный десерт, и ваши гости будут в восторге. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот торт, ставьте пальчик вверх, делитесь с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты тортов и десертов. Посмотрите их, если еще не видели. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.